После выхода шедеврального Ривенделла все с нетерпением ждали, что же дальше выпустит Лего. Основные слухи оказались правдивыми. Нас ждал Барад-дур. И в отличие от Ривенделла, который в какой-то степени уже выходил раньше, в очень урезанном, правда, виде, но выходил, крепость Темного Властелина мы видели только в соответствующих играх. Теперь же можно взглянуть на новинку вживую. А получился Барад-дур очень большим, так что смотреть есть на что. Очень важная часть ролика — его превью. И чем оно лучше, тем больше просмотров получит автор контента. Если вы хотите себе качественные превью, то я порекомендую Xavlexer. Он учтет все ваши пожелания, сделает превью и не только в кратчайшие сроки, а цены очень демократичны. Кстати, обложки для последних видео делал именно он. Ссылочка в описании. Первое, что можно отметить о Барад-дуре, он не помещается в кадр. Высота в 84 сантиметра делает его самым высоким набором, выходившим по тематике «Властелин колец», да и в фэнтези-тематике вообще. Тот же Артханг достигал всего-то 73 сантиметров. Как вы понимаете, всего-то в кавычках, но все же. При том, что доминирующий цвет черный, в мазню деталей это не превращается, как я первоначально опасался. Есть и оранжево-бежевые скалы, и озеро лавы как снаружи, так и изнутри постройки, и коричневый градиент у основания башни, и множественные огни по всей постройке, включая оранжевые детали за решетками окон. И, конечно же, огромное око, кстати, с уместной красной подсветкой. По масштабу здание выполнено так же, как и Артханг. Внутри отдельные помещения под размер минифигурок, а снаружи реальный вид постройки. Все эти маленькие башенки, так похожие на декоративные, узенький четырехпиновый мост, вроде как небольшие ворота, в реальности Средиземья огромные. Но понятно, что сделать в рамках набора полномасштабный Барад-дур было бы невозможно. Несмотря на размер, собирать Барад-дур удобно даже на небольшом столе, не вставая со стула, что очень больно отдается в спине, но тут уж ничего не поделаешь. Башня состоит из 3 крупных секций, достаточно плотно соединяющихся между собой. Можно переносить набор даже целиком, но это очень неудобно и страшновато. Конечно же, на каждую секцию есть своя инструкция, что определенно только в плюс набору. Правда, оформление инструкций, к сожалению, максимально простое. Первый ярус представляет из себя, как ни странно, основание крепости. Очень хорошо получилось передать форму полукруга. Во все стороны расходятся огромные арочные проемы, перекинутые над озером лавы. По мосту, а напомню, в фильме он выглядел примерно так. Можно попасть в основное помещение, где мы резко переходим уже в масштаб минифигурок. При помощи достаточно простого механизма, занимающего немало места, ворота открываются синхронно. Внутри немного пустовато. Здесь есть кузница с оружейной и тюремная камера. В высоту вообще ничего не заполнено, как и у самих стен. Отчасти это можно объяснить тем, что у большинства набор будет стоять задней частью к стенке. Но при этом остальные этажи проработаны плотнее. Зато аксессуаров здесь немало. Несколько наплечников, целая бочка оружия, множество новых уникальных шлемов и щитов. Такое не может не радовать. И это все. Набор куда больше проработан снаружи, что опять же в какой-то степени оправдано.
но как будто этого слишком мало. Здесь идеально вписалось бы или место для Назгула с его драконом, или хотя бы лошадью. И я не про того дракона, которого мы получили в подарочном наборе. Он, откровенно говоря, плох. Или логово тролля с его бигфигой, или на крайний случай место быта Голлума. Эх, мечты. На втором ярусе противоположная ситуация. Если рассматривать отдельно, то внешне он выглядит немного бедно. Несколько одинаковых простоватых арок, пара башенок и небольшое продолжение каменной гряды. Вот, собственно, и все. Но, опять же, никто не будет ставить и рассматривать эту часть отдельно от всей модели, так что в этом нет ничего страшного. С обратной же стороны располагается большой стол с кучей еды и неких горячительных напитков, а также много мелких деталей. Котел, бочка и немного аксессуаров на полу. За счет того, что места меньше, все и выглядит намного наполненнее, чем ниже. И нужно отметить, что между этажами нет проходов. В принципе, здесь это простительно. Третья часть уже куда интереснее второй. Она куда более асимметричная. Середину пересекает продолжение горы, окна расположены в разных местах, есть отдельный вход и балкон. Поднимаясь выше, все становится куда строже, появляется больше зубцов. И так до самого верха башни, которая венчается величественным огненным оком. Оно достаточно свободно вращается в разные стороны, собственно, как и должно. И, конечно же, подсветка делает его еще интереснее. С обратной стороны тоже прикольно. В самом низу воплотили троны зал Саурона. Трон можно раздвинуть, открывая доступ к Палантиру и планам по захвату Средиземья. Следующие два высоких этажа – покои уст Саурона и библиотека. Помимо наклеек на стенах, из-за их кривизны, кстати, получаем странный вогнутый портрет Саурона. Здесь можно найти мифриловую рубашку Фродо. Выше же просто множество книг и поворотная лестница для доступа к ним. Кстати, несмотря на кажущуюся тонкость этой части Барад-дûра, башня все еще достаточно объемная. Примерно 12 пинов в диаметре, не считая выступающих частей. Собирается крепость просто. По очереди вставляем ярус друг в друга, защелкивая клипсы. Конечно же, этот набор не был бы полноценным без крутых минифигурок. И они здесь есть. Правда, с несколькими «но», о чем я расскажу чуть позднее. Первая пара – Фродо и Сэм. К сожалению, их никак не изменили относительно Ривенделла, разве что отобрали плащи. Что странно, ибо к этому моменту они были куда более потрепанными. Но надо отметить, что сами фигурки хуже от своей неуникальности не стали. Из приятного два новых уникальных шлема, в которых хоббиты скрывались среди орков. Кстати, новыми щитами и шлемами набор очень порадовал. Они поставлялись вот в таком отдельном пакетике, как оружие в Ривенделле. Про Голлума можно сказать побольше. Молд у фигурки полностью новый. И если к рукам у меня претензий лично нет, то вот куда дели нос у бедного Смегала — вопрос хороший. Понятно, что у лего минифигурок нет носа вообще, и можно это списать на подгон под их общую стилистику. Но предыдущие фигурки обладали не только носом, но и рельефным лицом. Здесь же все куда более плоское. В отрыве же от Голлумов прошлого неплохая уникальная фигурка, но не более. Для этой троицы, кстати, сделан отдельный стенд.
клочок земли с небольшим ручейком лавы. Вполне логично, ведь хоббиты не были в непосредственной близости к Барад-дуру. Дальше целых 5 орков, 4 обычных и, что приятно, целый полководец Готмог. Здесь прям красота. У всех новые и уникальные принты торсов и ног, а у Готмога еще и новый принт на панцире. Причем запарились настолько, что принт ремня, на ней перекрывающийся, продолжается на торсе. Вау! Следующая минифигурка уже появлялась в 2013 году. Это уста Саурона. Различия очень небольшие, но это не делает минифигурку плохой. Новый молд для его шлема потрясающий, да и принты неплохие, хоть и без излишеств. Ну и жемчужина всего набора, конечно же, сам Саурон. Принты очень детализированные, а деталь шлема, совмещенная с наплечниками, прекрасна. Под шлемом нас встречают 2 огненных глаза. К сожалению, нет принтов на руках, да и оружие простовато, но в остальном действительно лучшая минифигурка в наборе. А теперь про то «но», которое я упоминал выше. Минифигурок-то всего 10. И орков, коих здесь должно быть немеренное количество, всего половина из них. Как по мне, это очень мало, даже несмотря на то, что центральная часть набора, Барад-дур, выполнен в далеком от минифигурок масштабе. Я уж молчу, что отсутствуют какие-либо еще существа, кроме одного паука и рыбы. Примеры того, как это могло бы быть, я уже приводил. Что же по итогу? Барад-дур вышел чуть более спорным, чем Ривендell. Сама крепость выглядит очень хорошо. Округлая форма в лего всегда интересна. А здесь еще и культовое строение с подробной детализацией и гигантским размером. Но по большей части темное строение понравится уж точно меньшему количеству людей, в отличие от ярких эльфийских построек. А интересных строительных техник здесь куда меньше. Фигурки, за редким исключением, потрясающие и уже невероятно дорогие. Но их маловато для такого крупного набора. В любом случае, крепость Саурона очень внушительное строение, и мне набор понравился, несмотря на все перечисленные огрехи. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. Это очень поможет его продвижению. А также зацените другие обзоры и телеграм-канал. Там нередко появляется что-то интересное. Пока и удачи!